Итак, всем привет! Вы заметили, что меня не было в эфире 2 месяца. Это июль и август. Если в июле я ничего не делала, потому что мне было нельзя, то в августе у меня происходило достаточно много событий. На канале наконец-то набралось 100 тысяч подписчиков. Это был большой праздник для меня. И я могла бы выпустить праздничное видео или прямую трансляцию, но на следующий день после этого события у меня был плановый поход в роддом. Другую половину августа я посвятила своему новому испеченному проекту. И сейчас, пока мой новорожденный помощник пока спит и ничего не умеет, кроме есть и какать, мы попробуем начать снимать видео. Все, теперь можно идти на экскурсию. В общем, для того, чтобы освободить максимальное место в мастерской, мы решили сделать дополнительное место хранения на участке. Но так как я не могла ничего делать, я сделала только проект, а постройку поручила своему мужу. И была, так сказать, прорабом на стройке. В общем, в обычных сараях мне не нравится, что много места тратится на то, чтобы туда войти, постоять, и вокруг тебя полки. А тут как бы я стою на улице, а весь хлам, бардак, он внутри. В этой части велосипеды. Это велосипед, который переделан в мопед, и второй обычный городской велосипед, на котором я чаще всего езжу. Ну и вот, и третья часть. Тут, в общем, шины. А здесь находятся велосипеды складные, которые мы берем в путешествие. В общем, как видите, вся эта конструкция сделана в стиле всех строений на участке. Это белый цвет, красные двери. Я, как вы знаете, за эстетику во всем и не приемлю страшных сараев и всяких подсобных сооружений, поэтому всех призываю все строить в одном стиле и поддерживать красоту на участке. Ну а теперь можно пройти в мастерскую, и я расскажу, что хочу сделать первым делом. На мне тут висит радионяня, она мне подскажет, когда мой помощник заплачет, и я услышу и пойду к нему. Так, если вы смотрели видео, которое было больше года назад, то, может быть, вы помните, что по периметру в этом помещении находилась система примерно таких стеллажей. Теперь я хочу разобрать его, потому что на данный момент он не очень эффективный, и я хочу заменить его здесь на дополнительную столешницу. То есть у меня прибавится рабочая поверхность и также зона хранения под ним. Потом стружка-отсос я хочу перевесить на другую стену, чтобы был доступ ко всей столешнице, во-первых, а во-вторых, в общем, перевесить его туда, чтобы ближе дотягиваться к фуганку и ближе до ленточной пилы. А еще в качестве подготовки к зиме я хочу подсоединить вот эту вот печку к дымоходу, все оборудовать тут, чтобы было дополнительное тепло. Я думаю, что это классическая печка-буржуйка. Мне нравится, печка красивая. К ней уже заказан современный дымоход с изоляцией, так что должно все быть тепло этой зимой. Там были какие-то звуки, но уже нет. Так что можно продолжать. I thought I was done. You
Сначала я хотела сделать стол так сходу на глаз, но потом я подумала и решила, что лучше 7 раз отмерить и сделать проект. У меня есть пару ящиков, которые я делала в каком-то проекте и ошиблась размерами. Я думаю, что я их применю в проекте стола. Для дверок я буду использовать, у меня есть бэушные бракованные панели, я их как-нибудь применю для дверок. Так что вот, пойду сидеть за компьютером проектировать. А здесь в коробке находится система хранения инструмента на стене. Она состоит из таких пластиковых панелей, которые собираются друг с другом и превращаются в единую панель. Производитель это отечественный, называется Toolboard, и находится у них завод в Перми. Я выбрала серые панели, а вообще у них есть 5 или 6 разных цветов. Там черный, белый, зеленый, красный, можно выбрать любой. К этой системе идут разные крепежи. В общем, можно надежно закрепить все, что угодно на стене. Сейчас я попробую оформить мою стену и закрепить все мои инструменты, чтобы все было всегда под рукой.